общий расклад того, что происходит в ваших отношениях, что есть сейчас и какие тенденции в отношениях будут дальше. Онлайн-гадание на картах Таро по табло Ленорман. И мы сегодня посмотрим с вами, друзья, какие советы, подсказки, инсайты будут в отношении ваших отношений с загаданным человеком. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин, поэтому настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях. И мы начнем смотреть с первого дома по 36-й. Да, начнем вот с первого дома и сразу же посмотрим, какие новости, события происходят сейчас в отношениях, да, и, возможно, какие новости, события приближаются, да, вот и вы увидите, да, это вот то, что сейчас разворачивается, или, может быть, вы это предчувствуете. То, что происходит у вас в отношении сейчас, оно судьбоносное. То есть оно важное, и игнорировать вы это не можете сейчас. И приближаются к вам тоже новости. Если вы сейчас этого не ощущаете, то тоже будет судьбоносное событие. То есть вы находитесь или уже близки к какой-то такой точке, давайте, невозврата, да, ее назовем, и судьба готовит вам то, чего вы уже никак не избежите, да, вот судьбоносные события и судьбоносные новости. Но смотрите, ваш шанс, который вам открывается во втором доме, это шанс разобраться в ситуации, преодолеть свои страхи, сомнения, тревоги и, может быть, подозрения какие-то, развеять, да, развеять или наоборот убедиться, что то, что вы подозревали, так оно и будет, да, или так оно и есть, или наоборот, вот вы что-то подозревали, значит, так не будет. Следующий дом. Смотрите, то, что вы планируете в отношениях, оно так не будет происходить. Если вы, допустим, четко что-то спланировали, паш мечей, то пойдет по другому сценарию. А если ничего не планировали, то, в принципе, вам ничего и не угрожает особо. Страшный суд вот в доме корабля, что бы вы ни делали, да, это как будто бы, знаете, не будет влиять на союз, на укрепление отношений или на его ослабление, да. То есть, если вы, например, захотите остаться, от вас это не зависит. Если вы захотите уйти, тоже не зависит. То есть, можете делать, что хотите в доме корабля, то есть двигаться в любом направлении, на сближение, на отдаление в отношениях. Но, опять-таки, воля и влияние высших сил здесь будут на первом месте, и вы в конечном итоге вряд ли сможете координировать ситуацию и управлять отношениями так, как вам этого хочется. Окей, хорошо, если все так зыбко, да, то вот 4-й дом. Давайте посмотрим, что есть фундаментом, да, дом дома. Укреплять в отношениях надо как минимум свою зону комфорта и зону комфорта вашего партнера. То есть, по сути, почему, возможно, здесь у вас все происходит не так, как вы хотите. Скорее всего, это происходит потому что каждый борется за свою зону комфорта. И по 9 кубков это эгоистичное счастье, поэтому каждому придется заботиться о себе в этой ситуации, о своем эго или о своей зоне комфорта. И ваш партнер будет, скорее всего, бороться за свое, а вам ничего не остается делать, поскольку от вас не особо что и зависит, да, бороться за свою зону комфорта. Поэтому фундаментом этих отношений будет являться в любом случае самоценность и
такое немножко эгоистичное отношение к себе. Но смотрите, ваши отношения глубоки, и они идут на уровне родственных душ. Но тем не менее и ваши отношения настолько глубоки, и насколько они в глубоком кризисе находятся. То есть, как минимум, ваши две родственные души в этих отношениях требуют исцеления, спасения и урегулирования той ситуации, в которой вы находитесь. А она у вас достаточно кризисная. Это дом кризиса всегда и дом серьезной проблемы. Что именно? Ну, это, знаете, как две родственных души, но они требуют исцеления, успокоения, снятия напряжения и, ну, какое-то, знаете, у меня такое ощущение, что есть некая травматичность в этих отношениях, да, то есть, а если есть травматичность, то требует целительства, да, то есть ваши отношения требуют, ну, такого подхода исцеления, да, вот так. Но опять-таки ваши связи настолько глубоки, насколько могут быть глубокие связи между двумя родственными душами. Ну, в ваших отношениях очень много эмоций, и это дом туч или облаков, как вам нравится. Страхи и тревоги, сомнения по поводу чувств. Они очень сильно влияют прямо, скрыто на ваши отношения. То есть, ну, например, вы не доверяете, да, партнеру, или вам партнер не доверяет. Поэтому сомнения по поводу ваших чувств друг к другу очень сильно, наверное, скрыто больше влияют на эти отношения. Змея, если соперница, она есть, если вы не являетесь раком, ну, по знаку зодиака, скорпионом и рыбой. Если вы не змея, не рыба, рак и скорпион, тогда у вас, скорее всего, ну, есть соперница. Хорошо. Из дома змеи попадаем в дом гроба, да? Ну, давайте посмотрим, что должно быть закрыто для того, чтобы эти отношения ожили. Да, вот так спросим. Должен быть закрыт финансовый вопрос и вопрос в надежности мужчины, особенно если он телец, дева и козерог. Ну и смотри, партнеру больше всего нравится, как ты о нем заботишься. Забота. Ему нравится твое внимание, забота и мягкость. Ну и нравится, как ты проявляешь к нему чувства. Вот это больше всего в доме букета. Смотри, выпадает прямо букет, шестерка кубков, и ему нравится то, что было между вами, да, то есть, несмотря на то, что уже, допустим, произошло, и это уже было, и вдруг там не все хорошее было, естественно, но оно было не все плохое, и тут очень много хорошего. То есть, твоя мягкость, заботливость, внимательность и умение дарить подарки и что-то такое вот, делать это от души, да. Давайте коса. Проверим. Вопрос семьи, семейного благополучия, финансов в семье, влияния семьи, вопрос детей и финансов, вопрос семейного бизнеса и вопрос денег вообще. В принципе, вопрос недвижимости, жилья могут влиять на отношения, и резких движений здесь, скорее всего, делать нельзя. То есть
Все, что я перечислил, должно решаться медленно, аккуратно, взвешенно и методично, как бы, да, последовательно, взвешенно, последовательно, но основательно. Поэтому в доме косы не делайте резких движений со всем, что видите на этой картине, особенно если это семья, или члены семьи. Поэтому, торопясь в финансовом вопросе семьи, вы можете накликать неприятности дополнительные или, может быть, серьезные проблемы в ваших отношениях. Сюда же можно включить и финансовую поддержку, обеспечение, алименты и принуждение какое-то. Вот если вы будете принуждать, то это будет хуже, чем если вы не будете принуждать. Ну, смотрите, в доме метлы у вас жрица выпадает. И метла, она, с одной стороны, может говорить о чем-то повторяющемся, да. А с другой стороны, она может говорить о том, от чего нужно избавляться. В-третьих, она может говорить о чем-то нечистом. Я скажу так, если вы не рассматриваете магию в отношениях, то могут возникнуть серьезные трудности и проблемы из-за женщины. Особенно если это мама, бабушка или сестра. Но это больше старшая женщина, поэтому это, скорее всего, бабушка, мама или женщина, которая давно влияет. Ну и учитывая то, что в метле есть циклы, да, может какая-то женщина, которая уже влияла на эти отношения. И тут, смотрите, как раз так падает сверху этот ангел умеренность. И это две родственных души. То есть между вами, получается, могут возникнуть повторная такая сложная ситуация, которая закроет между вами либо коридор возможностей, либо проход, да, либо способ решения какой-то проблемы, в том числе финансовой, в том числе чувственной, эмоциональной. И повторяющаяся проблема, связанная с женщиной и магией, может быть негативной родовой программой, может у вас, к сожалению, повториться. На это нужно в доме метлы обратить внимание. От этого вам стоит избавляться, в том числе и магическими способами, как говорится. Хорошо. Давайте следующий дом, дом птицы. Давайте посмотрим, что там в разговорах и недосказанностях у вас. Если вы проговорите то, что боитесь сказать, это, скорее всего, поможет вам открыть двери и решить как-то ситуацию к лучшему. То есть в доме птиц нужно говорить, да. И чем больше вы говорите, тем больше у вас вариантов движения вперед. Если вы сейчас будете, как говорится, замалчивать какой-то важный вопрос, вы будете создавать только больше напряжения, больше непонимания. И тупик будет просто усиливаться, и все. И возможностей урегулировать эти отношения у вас будет меньше, чем могло бы быть, да, потому что тройка жезлов – это всегда открытые возможности. Окей. Следующий дом ребенка. Давайте смотреть. Дом ребенка. В доме ребенка змея или символ мудрости. Смотрите, в принципе, ребенок, он говорит о неожиданностях и о новых каких-то началах между вами. Если вы будете мудры, то неожиданно для себя вы можете начать все с чистого листа. Такая вот подсказка. Ключ к вашей лисице, дом лисицы 14, он в чувствах. И
Вы будете больше друг другу доверять, если будете более прямо говорить друг другу о чувствах. Став открытым и искренним в чувствах, вы обретете и больше доверия, и больше спокойствия в этих отношениях. Вы мало говорите. Но тут вот в этом раскладе в чувствах проблема именно в закрытости. Хорошо. Дом медведя. В отношениях доминирует мужчина, но этот мужчина, у него одна есть проблема большая. Боится признать ошибки, не умеет признавать поражения, не любит проигрывать и не любит извиняться. Его гордыня настолько высока, что не извлекает уроков из своих ошибок. 5 мечей. И, к сожалению, этот мужчина может повторять одни и те же ошибки, в том числе похожие на неверность. Похожие на неверность, но это не обязательно неверность, да? Но похожие. Как будто бы он делает неверные шаги. Да, вот так. Мужчина доминирует, но не признает своих ошибок. Смотрите, в звездах, да, в доме звезды, 9 жезлов. Вот ваш партнер на самом деле стремится к результату в отношениях. Но этим результатом для него является преодоление каких-то трудностей. Такое ощущение, что этот человек сам себе создает трудности для того, чтобы их решать. Тут так. Если у вас так, то напишите. И потом он еще при этом делает вид, что это ему очень дорого стоит. И он как будто бы, знаете, кайфует от этого, что ли, да. Говорит, сам накосячил, вот теперь буду сам решать. Признать ошибку не может. Перемены на пороге у вас долгожданные и, скорее всего, хорошие. К этому нужно стремиться. Если вы будете стремиться, то в доме Аиста у вас звезда, а рядом дом звезды. Поэтому на пороге хорошие перемены, и между вами должно меняться к лучшему то, что ведет вас вперед. Но это ваша общая цель и общие приоритеты. Они должны измениться к лучшему. Оно может произойти и само собой, но лучше, если вы будете прикладывать какие-то свои усилия, да, вот так. В доме собаки есть справедливость. Но я скажу, что ваша дружба, ваша связь, ваши отношения, они справедливы, и, скорее всего, ваш партнер... вот здесь я говорил, что он склонен к измене, да, или склонен к предательству. Но не обязательно, что он вас предал. Скорее всего, он вас не предавал. Оно может выглядеть как предательство, как будто бы он предает обещания, предает какие-то принципы. Но, тем не менее, по собакам ваша дружба и преданность равносильна, равновесна, и вряд ли этот человек будет вас предавать без, тайно, да, то есть, да, здесь может быть женщина, которая вам мешает, но она не о предательстве, а о проблемах, которые она создает либо магией, либо своей энергией, либо своим статусом, либо своей программой, да, вот, которая влияет на партнера, да, вот так. Смотрите, если вы не вместе, то по башне партнеру этого не хватает. И ему не хватает того, что вы не вместе, ему не хватает близости, детей, возможно, или какой-то общей цели, которая вас объединяет. То есть, по сути, если он без вас, то у него в душе холод, да, или одиночество, и эта дистанция он ее болезненно воспринимает, вот так вот. Дом сада.
Сад – это ваше окружение и там друзья, партнеры, и там соцсети, окружение, общение. Ну, влияние вашего окружения на ваши отношения положительное. То есть я бы не сказал, например, что соцсети как-то на вас влияют. И наоборот, они как-то, может быть, ваше окружение поможет прояснить ситуацию между вами. То есть оно вам помогает. Помогает, ну, как минимум, может быть, направить эти отношения в нужное русло. Вот в доме гор у вас обида и чувство вины. Вот обида и чувство вины явно являются горой и препятствием, эмоциональным тормозом, духовным тормозом или духовным якорем ваших отношений. Поэтому препятствия в виде обиды и чувства вины явно не способствуют вашим отношениям, ну, развитию этих отношений или выводу их на какой-то другой уровень, более, ну, например, без какой-то агрессии, убрать агрессию или убрать напряжение. Давайте вот как раз сейчас дом перекрестка будет. Какой выбор между вами встанет? Выбор между вами, который, ну вот он встанет, он не очевидный. То есть вы еще не понимаете, перед чем вы сейчас столкнетесь, вы этого не видите. Вы можете это чувствовать там сердцем, душой, нутром, но то, перед чем вы встанете в этих отношениях, вы понятия не имеете, можете только предчувствовать. Поэтому вот на развилке вот, ну, по сути, то, что вы будете выбирать в ближайшее время в этих отношениях, вы и не знаете, и не догадываетесь, но только предчувствие у вас может дать вам подсказку в этом выборе, да? Ну, о том выборе, который мы сейчас смотрим. Крысы. Что забирает энергию, да, или что крадет у вас что-то? Ну, смотрите, здесь энергию или вызывает страхи, может быть, или тревожит партнера прошлое. То есть все, что связано у партнера с прошлым, особенно у мужчины с прошлым, особенно то, что его приковывает внимание и то, над чем он имеет власть из прошлого. Если бы он этой власти не имел, возможно, у него бы было бы и меньше тревожности, и меньше недосказанности было, да, и он бы был бы более сильный, да, более энергичный. А так его все внимание приковано к прошлому, и он на этом прошлом, зацикливаясь, не осознает или не видит перспективы, как двигаться дальше. И там же и недосказанность в этом прошлом у него. Хорошо. Давайте теперь дом сердца, да, 24-й. И вот его искренние чувства к тебе. Я думаю, что значение двойки кубков толковать не нужно, но я все равно скажу, что это вторая половинка, родственная душа, любовь, выбор и желание объединяться, сливаться, сближаться и смотреть в глаза друг другу. Вот так даже идет. В доме сердца и есть карта, по сути, сердца. Если вы всмотритесь в этот аркан, да, то на самом деле вы сможете увидеть, как будто бы эти две головы рождают сердечную такую структуру, да. Интересная такая карта. Хорошо. В доме кольца. Какие обязательства, да, перед вами есть, но там готов он, не готов их брать, посмотрим. Но финансовые обязательства этот партнер не готов исполнять. Возможно, не чувствует уверенности, почвы под ногами, уверенности в себе, в завтрашнем дне, работы, может, лишился в бизнесе, проблемы. Он не готов на себя брать финансовые обязательства. Ну, тут такая карта. Возможно, не хватает здоровья на это обычно, да.
Но смотрите, в доме книги, вот что остается тайной или секретом в отношениях. Все и ничего, да, с одной стороны. Белая карта – это карта «все». С другой стороны, тут же ж ничего не написано. Давайте так скажем. В доме книги, да, я бы тогда сказал не о тайне, а о возможностях. У вас есть много возможностей, ну их по белой карте, да. Вот сколько вы впишите в эту белую карту возможностей, столько и будет. Но с другой стороны, если начинать эти отношения, да, чтобы вот не влияли секреты никакие, у вас должно быть все с чистого листа и без секретов. Тогда у вас будет много возможностей. Белая карта. Смотрите, он действительно много чего хочет тебе сказать, но молчит. Это дом, ну, письма или... Да, письма. Листа, точнее. Смотрите. Ну, во-первых, он хочет тебе сказать, что он мудрее, старше, опытнее, и он знает как. Он знает правила, и он будет, ну, действовать, скорее всего, по правилам высших сил или по правилам, ну, тем высшим правилам, которым он научен уже, да, и меняться вряд ли он будет. Поэтому я тебе так скажу, вряд ли ты его сможешь как-то переубедить и поменять, но вот сможет ли он тебя поменять, это тоже большой вопрос. Но, скорее всего, он будет пытаться менять тебя, чем ты его сможешь поменять. Вот так. Поэтому он хочет тебе сказать, но молчит о том, что ты вряд ли его изменишь. Вот так вот. И вряд ли он отойдет от своей догмы, от своих правил, от своего воспитания, от своего характера и менять его тебе. Ну, давай так, целенаправленно менять этого человека, ну, можно попасть в инквизиционную пыточную, да, вот так, тебе, от него. А у него как бы больше авторитета, и он со своей правдой, вот он в нее вцепился, как там в какое-то святое свое писание, и от него не отступится, да, вот так. Хорошо. И вот как раз дом мужчины сейчас. И над ним луна, смотри, да, над ним луна. Но тут и десятка жезлов, тяжелая судьба, и десятка пентаклей, и девятка кубков. Такое. Вода, земля, огонь перемешаны. В доме мужчины вот его реальные намерения и роль в твоей жизни на здесь и сейчас. Да, вот, ну, вот это мужчина на здесь и сейчас, да. Смотри, с одной стороны, это его шанс, то есть его реальные намерения разруливать за себя, но и за тебя в том числе. Его реальные намерения сделать хоть что-то, что поможет тебе осознать, что этот человек несет какую-то ответственность. Вот так вот. Интересно, интересно. Только в такой интерпретации я хочу туза мечей. Поэтому вам сказать, поэтому его реальные намерения и роль – это лидер, роль лидера, но тут же он лидером себя и заявляет по воздуху, и это воздух. И вот это лидерство, которое подкреплено ответственностью и активными действиями. И если этого не будет, ну, в ближайшее время, да, вот если ты этого не увидишь, давай, сколько тебе надо подождать? Ну, месяц, допустим, да, например. Месяц, год, да, тут уже смотрите сами, насколько вы владеете временем. Поэтому, давай так, если он не будет говорить то, что делает, если он не будет делать то, что говорит, и не будет результата, да, или не будет делать то, что обещает, и не будет делать, ну, работать на результат, значит, этот мужчина... не твоя роль, не твоя судьба, то есть вот так вот, не твой партнер, вот. То есть его слова и обещания не должны расходиться с делом, вот коротко, если. Ну, давай посмотрим дом женщины следующий, вот твоя роль в его жизни, что он о тебе думает.
Но ты несешь ему какое-то знание, с одной стороны, и вдохновляешь его, какие-то идеи ему несешь, но он тебя воспринимает не как серьезно, не всерьез, не серьезным человеком, как ребенка, как инфантильного человека, тем не менее, каким бы он ни был, но он тут о себе мнит, ну, условно говоря, что он иерофант, да, чуть ли не служитель, ну, чуть ли не жрец, да, то есть чуть ли не посредник между королем и высшими силами, да. Так вот, твоя роль в его жизни – это человек, который приходящий, но он точно так же и уходит. Поэтому он, ну, может быть, он не цепляется за тебя или не боится тебя потерять. Пока что вот такая карта. Это паж жезлов, это человек, который несет свет, энергию, но не остается, к сожалению. Вот пришел и ушел. То есть это он может тебя любить, но он не будет за тебя цепляться. Ты вот как мотылек или, ну, не мотылек, как сверчок сверкнула, да, и все. И то есть период твоего влияния на него невысок. Авторитет твой невысок для него. Может быть, это плохо, может быть, это наоборот хорошо. Тут уже, ну, это не самый авторитетный персонаж. Ты ему приносишь какие-то новости, но он за тебя не цепляется. Вот так. Хорошо. Ну, давай, в доме лилий обычно идут там зрелость чувств, зрелость мыслей, вот, зрелость действий. Каковы его истинные мотивы, да, вот, чем он мотивируется? Рыцарь Пентаклей. Для него важна стабильность, работа, успех, самореализация и вообще это работа, служба такое. То есть он заземленный человек на самом деле. Это не какой-то там философ, но хотя может пофилософствовать. Но он может много философствовать, говорить, но он на практике очень ограничен в результате, да, вот этой карты. Хорошо. Зрел ли он? Да, он зрел, но он очень сильно заземлен. И он больше обещает, чем дает результат. Да, вот так, особенно в финансовом аспекте. Давай посмотрим тогда в доме Солнца. Вот вы как пара, да, в чем ваша сила? Вот так. Сила вашей пары. Ну и видите, сила вашей пары в любви, безусловно. В свободном выборе и в свободном движении вперед, где каждый из вас делает свободный выбор. У вас очень часто выпадают карты влюбленных, да, влюбленные родственные души. Скорее всего, этими отношениями движет судьба, первая карта, и это кармические отношения двух родственных душ. Вот такое вот. Хорошо. Дом Луны. Вот следующий дом. Вот как работает ваша эмоциональная связь или темный канал интуитивный? Пропорционально брать-давать, то есть вы можете на интуитивном уровне брать-давать. То есть это о чем это? Вы любите там одно и то же любите, то есть ваши вкусы совпадают. Можете кино одно и то же посмотреть, книги одни и те же почитать. А вот деньги вы будете делить не очень. Не очень хорошо. То есть материальное вам делить будет тяжело, а эмоциональное будет делить легко. То есть там, где, ну, допустим, там, где есть абстрактное, там вам легко. А там, где есть материальное, вам будет всегда встречаться проблема и с разделом того, что нужно посчитать, поделить, распределить. Ну окей. Давай следующий дом. Дом ключа, да? Предпоследний дом. Вот двери или ключи от дверей вашего будущего, да? Ключи от дверей вашего будущего находятся у мужчины. Поэтому, если вы женщина, вряд ли вы сможете открыть дверь за него. С другой стороны, ключи могут быть не у него, а в руках у жрицы
которое имеет отношение к магии. Но и ключи от дверей могут быть в родовых программах, особенно по матери. И у вас, и у него тогда. Если это родовая программа, она может касаться и вас, и его. Ну и почему? Потому что все-таки здесь закрывает дорогу женщина, поэтому может это ваши родители, может это его родители, ну то есть его род женский или ваш род женский. Ну, если это, ну, мы говорили, соперница, вроде бы тут нет соперницы, а, ну, может быть, бывшая, да, там, женщина из давнего прошлого. Хорошо, и дом рыбы, вот его желание, допустим, да, и страсть, энергии, да, вот интимные энергии по отношению к тебе, но они скрытые. Ну и здесь еще одна карта, которая говорит в пользу него. Это прямо волна, и это еще, ну, еще один плюсик, как говорится, в карму ваших отношений. Поэтому у него желаний, чувств и страсти, вот этих энергий сексуальных по отношению к вам целое море, а возможно даже и океан. И на этом, возможно, и держатся ваши отношения, да, как родственные души. Они как бы купаются друг в друге. Какое сообщение несет тебе этот расклад? Просто советы, подсказки. У тебя есть сомнения? У тебя есть сомнения. Но тебе нужно попытаться посмотреть, как будет со временем мужчина брать на себя ответственность. И ты сомневаешься в ответственности мужчины. И тебе нужно понаблюдать за ним. И если ты понаблюдаешь и дашь какой-то шанс, может быть месяц, может быть 2, может быть год, может быть 2, тут уже смотри по своей ситуации, то, возможно, ситуация изменится к лучшему. Что скажут карты, будете ли вы вместе? Возможно, но для этого нужно прилагать усилия и тебе в том числе. Ну и это будет, обойдется тебе, ну как говорится, недешево, да, 9 пентаклей. То есть тебе придется за это платить не только звонкой монетой, но и большим ресурсом, да. Ну и почему ты пришел или пришла на этот расклад сегодня? Ну, есть ситуация, возможно, финансовая, возможно, нерешенные проблемы. И есть ситуация, которая застоялась, и она должна решиться, особенно если она касается щедрости, денег, недвижимости или какого-то прорыва в материальном аспекте. Будет ли он, этот прорыв? Да, выход есть, и ожидай. Этот прорыв, он может быть связан и с потерями, но я так и сказал, что без потерь не получится. Услышимся, все будет хорошо, оставайтесь на связи и пока-пока.